Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний вебинар я не сделала запись, и поэтому я сейчас хочу сделать такое, подвести итоги нашему сегодняшнему вебинару и более точно дать домашнее задание. Вот смотрите, на прошлом занятии мы сделали, что нашли те негативные эмоции, которые мешают нам, жить, да, которые мешают нам достигать наших поставленных целей. И как же нам от них избавиться? Избавляться от эмоций можно избавиться от них как минимум только за 90 дней. Это минимальное количество, отведенное на это. И то даже это не совсем избавиться от этих эмоций, а выработать навык работы с отрицательными эмоциями. Но самое главное, нужно не просто от них избавиться от негатива невозможно. Его нужно заменить. То есть мы будем сегодня заменять негативные привычки на позитивные. А негативные привычки формируются наличием негативных эмоций. И на сегодняшнем вебинаре мы выяснили, что основные негативные привычки, эмоции, это были у нас обида, гнев, раздражение, жалость к себе, нерешительность, стеснительность. Вроде бы и все, да, это которые написали. На самом деле, конечно, много привычек еще, да, и много эмоций. Но основные привычки, основные эмоции это такие, как обида, гнев, раздражение, жадность, страх и вожделение. Вожделение, оно идет от жадности, да. А в жизни, которая нам мешает, эти еще эмоции, эти основные порождают другие, порождают ревность, порождают зависть. Это все то, что сегодня нам мешает достигать успеха. Это то, что мешает нам овладеть теми инструментами, да, то есть успех, деньги, это инструменты достижения счастья. И поэтому, избавившись от этих эмоций, можно овладеть теми инструментами, которые сделают нас счастливыми. Потому что деньги сами по себе, они много не значат, они просто являются инструментом для того, чтобы стать счастливой. Женщина одела красивую одежду, сделала красивую прическу, купила красивые украшения, она автоматически становится счастливой. Женщина, у которой есть деньги, но нет возможности что-то купить, она не станет счастливой и не станет успешной. Да? То есть успех, например, карьера. У нас есть карьера, но нету счастья, да, говорят, все, карьеру достигла. Я сама когда-то была такая, да, то есть карьера есть, но нет семьи. То есть это тоже не делает нас счастливыми. Это все инструменты для того, чтобы мы стали счастливыми. И сегодня мы, еще раз повторюсь, избавимся, поработаем над тем, как же избавиться от этих негативных эмоций. Значит, что делаем? Берем, пишем цели на 2017 год. 2017 год – это год закладки фундамента. Говорят, что как этот год проживем, как мы его отработаем, так и сложится наша будущая жизнь. Да? То есть сегодня, в 2017 году, мы закладываем фундамент на лет 10 вперед. Представляете? Очень ответственный год. Поэтому надо потрудиться. И как мы уже поняли, многие люди, большинство людей трудиться умеют, трудиться любят, но желаемых результатов не достигают, и, соответственно, если нету инструментов для того, чтобы стать счастливым, то мы несчастны. Значит, смотрите, берем, пишем, да, в 2017 году избавиться от негативных эмоций.
или от негативных привычек. Вот смотрите, обида. Обида какие привычки негативные как бы порождает, если мы обижаемся на кого-то? Ну, во-первых, мы обижаемся, значит, мы ожидали от людей. Почему мы обижаемся? Да потому что мы ожидаем от кого-то того, что хотим мы. Так? А мы не позволяем людям быть такими, какие они есть. Мы обижаемся даже на себя. Мы не позволяем себе быть такие, какие мы есть. Мы не позволяем людям быть такие, какие мы есть, какие они есть. Мы ждем от людей того, что мы хотим. Ну, еще, наверное, можно привычек много найти, да, которые формируют одно всего негативное качество, эмоция, обида. Поэтому пишем: хочу избавиться. В 2017 году, например, январь, февраль, март я работаю до 15 до 12 марта я работаю над избавлением от обиды. Но чтобы она ушла, нужно на это место положить что-то другое. А если, значит, мы не принимаем себя, не принимаем людей, значит, мы тут же формируем, избавляемся от обиды, а следующее идет: хочу привить себе новую привычку, научиться принимать себя такой, какая я есть. Дальше: научиться принимать людей такими, какие они есть. Так? Вот так мы можем избавиться, начать избавляться от обиды. Следующее: гнев и раздражение. Почему приходит гнев и раздражение? Опять же, мы не принимаем людей такими, какие они есть, и поэтому они не соответствуют нашим ожиданиям, да? То есть мы хотели как лучше. Мы хотели вот так, они сделали по-другому. Потом мы слишком много контролируем, да? То есть мы контролируем все. Почему еще раздражаемся? Вот собрали какое-то мероприятие и сделали не так, как я хотела. Или, например, я бегаю и контролирую: а вот вы так, а вы как делаете, да? И постепенно начинается раздражаться. Опять же, непринятие людей, наш чрезмерный контроль, все это ведет к гневу и раздражению. Значит, привычку, избавляемся от гнева и раздражения, но вырабатываем привычку какую, чтобы те же самые принятие себя, принятие людей, и перестать контролировать людей. Понимаете, контроль весь – это не наша задача. Наша задача делать, да, а контролировать – это задача Всевышнего, да. Вот, значит, перестать контролировать. Например, привычка такая, как жалость к себе. Когда мы себя жалеем? Тогда, когда мы сами, мы не принимаем себя, да, у нас низкая самооценка, то есть нам ее нужно повышать. Когда она у нас низкая самооценка? Когда мы все время сравниваем себя с кем-то. Научиться сравнивать себя со вчерашним, то есть я сегодня вот такая, а вчера я была такая. То есть научиться быть лучше сегодня, чем вчера. И каждый раз сегодня я лучше, чем вчера. И никак не смотреть на кого-то, что кто-то лучше меня. Что еще? Нерешительность, да, нерешительность, стеснительность. Это что? Это страх. Страх публичных выступлений. Это страх быть хуже, чем я есть, да? Вот, например, хочу что-то спросить, а стыдно, а страшно, а вдруг скажут: какая-то дурочка, да? Опять, что это такое? Это непринятие к себе. Это мы себя не принимаем. Это мы, опять же, хотим казаться лучше, чем мы есть. Это опять мы себя сравниваем с кем-то, но только не с собой. Вот, страх вообще парализует все. Как можно избавляться от страха? От страха избавляемся, это делаем то, что всегда боялись.
Боялись громко сказать в маршрутке, сделать остановку. Вот, например, просто сказать: остановитесь здесь, и все, да? А вот так, например, сказать: остановите, пожалуйста, вот здесь, вот проговаривая все фразы, к чему это приведет? Ну, во-первых, бесстрашие, а во-вторых, это уже начало формирования ораторского искусства, да, то есть нужно уметь проговаривать полностью все предложение. Умение это приведет к тому, что уметь правильно поставить вопрос, потому что правильно поставленный вопрос – это уже залог успеха. Вот. Ну, это вот примерное такое, как бы я вам написала, то, что наговорила сейчас, как работать вот с этими эмоциями. Что еще? Вы, значит, вот эти вот все эмоции прописали и пишете вот я уже говорила, январь, февраль, март, 1-2 привычки. Вы их меняете, от одной вы избавляетесь, да, делаете замену эмоций и формируете правильную привычку. А когда убираете негативную эмоцию, то уходит очень много негативных привычек, но приходит привычка одна хорошая. Потом привычка, например, слушать людей, да, а привычка слышать и слушать и слышать. То есть это опять же привычка принять человека таким, какой он есть. Мы порой, вот для меня это, наверное, смесь, это мое кармическое, гнев, раздражение, обида и неумение слушать, да, то есть мне это очень сложно дается, я долго над этим работаю, но когда я это контролирую, да, то есть не то, что как бы контроль, я осознанно к этому отношусь, тогда это, когда хочу только сказать что-то кому-то, да, я раз говорю себе: стоп, послушай. Но это не относится к тому, что слушать токсичных людей, слушать очень много бесполезного, это тоже не надо, но здесь нужно, вот когда мы отвяжемся, когда у нас не будет этих негативных эмоций, обид, там, гнева, раздражения, тогда мы будем легко и безобидно останавливать человека, да, говорить: все хорошо, там, я понял, да, и повторить: ты вот это хотел сказать. Но никак не нужно говорить, например, человек говорит, ему: все, хватит, да, это грубо и некрасиво. Опять же, вытекает научиться правду говорить красивыми словами. Это тоже хорошая привычка, которая формирует, убирает очень много негативных эмоций и формирует привычку, которая приведет именно к успеху, да, овладеть теми инструментами, которые приводят нас к счастью. Вот. Написали на первые 3 месяца, на вторые 3 месяца, на третий и на 4-ю декаду. И ровно через год вы таким образом можете сформировать в себе 4, 5, ну, может быть, кто-то и 6 новых хороших привычек. Но даже если вы сформируете 1-2 привычки, те, которые продвигающие, и избавитесь от каких-то 1-2 эмоций, это будет очень хорошо. Жизнь ваша начнет меняться. Но если 4-5 привычек вы сформируете у себя хороших, позитивных, и избавитесь от 4-5, а возможно и 6 негативных эмоций, то тогда ваша жизнь круто изменится. Ну вот все. Вот так вот быстренько на скорую руку, потом я, может быть, сделаю это по-другому и побольше. Ну а на следующем занятии мы продолжим еще, вот поработаем еще над постановкой целей, потому что я все-таки хочу, чтобы эти цели были продуманные. Пусть они не будут такие огромные, большие, но это будет первый шаг на пути изменения своей собственной жизни, на пути изменения себя и на пути, так сказать, к обретению тех инструментов, которые сделают вас еще более счастливыми, чем вы сегодня есть. Все, пока.